Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать OnePlus 11. В чем его особенность относительно всех новинок, которые я недавно обозревал, либо планирую обозревать, допустим, Xiaomi 13, который меньше по габаритам, и с ним я буду его сравнивать, притом напрямую с самого начала. Или Honor 80 Pro, или Vivo X90 Pro, или Redmi тот же 12. В первую очередь тем, что здесь у нас есть Oxygen и ColorOS. У меня конкретно смартфон на ColorOS, на Oxygen, на кислороде будет тоже обзор. Это у меня получается китайская версия, хотя по большому счету те же тапки, только в профиль. При том, что большинству даже людей, которых я знаю, на ColorOS OnePlus нравится больше. И сейчас я, наверное, с самого начала включу какую-то антирекламу ему. Почему? Потому что здесь нет беспроводной зарядки, здесь нет официальной защиты от влаги стандарта IP68, здесь только IP53. И смартфон, к сожалению или к счастью, обладает большим количеством вещей, которые нивелируют плохие хорошие и хорошие плохие. Например, у него лучший автофокус, который я встречал с одной стороны. С другой стороны, в Твиче, когда я стримил, он выкидывает Twitch стабильно сразу, как только я захожу в Antutu. Хотя в игры стримить можно. И таких моментов из разряда карту памяти не запихать. С другой стороны, те, кто приобретают OnePlus, пусть скажут, что может быть здесь не самый топовый экран, не самый топовый отклик, но он работает быстро и хорошо. Если говорить о разблокировке, то же самое. Это очень достойные смартфоны, так же как OnePlus 10T, который ругали все блогеры, кому не лень, включая меня. С другой стороны, в использовании 10T вы в роликах видите практически в каждом. OnePlus у меня остался. Этот, вполне возможно, я тоже себе оставлю. Как говорится, OnePlus, One Love. И несмотря ни на что и вопреки всему, смарт классный. В этих же условиях сейчас вы увидите сравнение с Xiaomi 13, сравнение фронталок на улице, но помним, что и здесь фронталки по сравнению с теми же Samsung или яблоками ужасны. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок, мой личный телеграм-канал, этот YouTube, и написать в комментах, интересны ли вам такие подходы, потому что все-таки сравнивать надо, понятно, сырой продукт, но свежий, сырой продукт, но свежий. Есть смысл, правда? Смотрим. Ну что, вот это уже интересно. Те же самые условия. Смотрим, как именно работает автофокус по глазам, если я двигаюсь. Разумеется, работают родные микрофоны. У Sony FX3 работал родовский. Здесь у Xiaomi 13 микрофоны работают. Здесь у OnePlus 11. И если кто-то скажет, ну ты понимаешь, Xiaomi не допилили, его только выпустили. OnePlus не допилили, его только выпустили. Я вам сразу могу сказать, Xiaomi точно допилит, они будут снимать лучше, и OnePlus точно допилит, и он будет снимать еще лучше. Но сегодня, если вы приобретете данные смартфоны, повторяю, что в варианте с OnePlus вы получите большой телефон, в варианте с Xiaomi 13 я напоминаю, что он довольно малогабаритный. Ни здесь нет направленного микрофона, нет мини-джека. И в OnePlus нет инфракрасного порта. По поводу процессора одинаковый same. По поводу того, что может сделать и показать нам синтетический тест внутренней памяти Космос, что там, 125 тысяч, 130 тысяч у OnePlus. Чуть-чуть он выигрывает. Ну а по поводу оболочки, я не знаю, кто может выбрать из MIUI и ColorOS или Oxygen MIUI. Ну кто-то может выбрать. А к чему это все? К тому, что сейчас вам достаточно информации для того, чтобы предположить, насколько хорошо будут снимать данные смартфоны в разных условиях обстановки, потому что их будет еще много. Это была основная камера 4К 60 FPS, никаких HDR, никаких дополнительных примочек. Разумеется, вся съемка идет со штатива, притом с дополнительным освещением. 3 лампы мне бьют в глаза, маленькие лампочки бьют сверху и, наверное, еще позади. Ну, позади я потом поставлю, не для этих тестов, так же, как у меня изменится чуть-чуть фон. По поводу фона, плюс-минус одинаково, они все-таки снимают хорошо. То есть цветопередача мне нравится и там, и там. Смотрим. Немного фронталки в тех же условиях. И напоминаю, что это два смартфона, которые оба не имеют хорошей фронталки. То есть у одного и у другого смартфона максимум 1080p. Насколько это плохо? Ну, настолько, что можно сказать, что вы, приобретая какой-нибудь старенький Samsung или Яблоко, получите фронталку на уровне, ну, частично, ладно, основных камер. Кому-то это надо, притом кому-то это, наверное, все-таки многим. И почему до сих пор данные бренды не запиливают более-менее приличные фронталки у себя, это вопрос дня.
кто-то же может. Я не думаю, что это намного дороже будет. Я не думаю, что запаса Gen 2 не хватает. К слову, и на один, и на другой смартфон на лайв-канале есть запись, как они вели себя в Твиче. Плюс-минус одинаково они тратят по батарее, но у OnePlus намного выше плотность пикселей. И это дает ему такую серьезную фору в плане, когда вы будете выбирать и будете ли вы выбирать, что вам понравится. С другой стороны, мне больше нравится у Xiaomi 13 то, что у него плоский экран, а у OnePlus он а-ля полуводопадик, все равно он чуть-чуть такой изогнутый. По мне, играть в этих случаях не особо удобно. Продолжаем. 1080p и для BBK, и для Xiaomi я считаю, что фронталки не особо печальные. С одной стороны, с другой стороны, если вы будете скидывать их на комп, скорее всего, они будут у вас тормозить. Сейчас съемка в помещении не предназначена для съемки. Насколько вам нравятся цвета, но я вам скажу, что сейчас на экране телефона лучше показывает Xiaomi. Но как на самом деле и как после рендера будет, как на компьютере, я вам сообщу. Пока вот такая разница. Будем продолжать сравнивать по мелочевке. Разумеется, немного съемки в неприятных условиях, и ни та, ни другая камера по большому счету не справляется. Но я вижу, что у OnePlus хоть что-то есть. В то же время Xiaomi даже не пытается рассказать вам о том, что у меня позади. Позади для Xiaomi у меня только белый фон. Но у меня не белый фон. Задача усложняется, и сейчас OnePlus меня подсвечивает, кстати, а Xiaomi нет. Вот так, если в помещении без отслеживания по глазам, теперь уже с отслеживанием, вас будут снимать фронталки данных устройств. Вот такая разница в 4К 60 FPS при съемке в помещении. В принципе, плюс-минус. Нет, не плюс-минус. Xiaomi справляется, видите, немного, но лучше. Притом даже значительно лучше. Ну и, разумеется, немного съемки в лифте. В первую очередь, наверное, обращайте внимание не на то, насколько хорошо они снимают, потому что здесь одинаково не волшебное освещение, а в первую очередь обращайте внимание на звук. Почему? Потому что в лифте звук не фонтан всегда, и если вы сможете как-то вытянуть из данного звука неплохой, то классно. Если не сможете, то делайте выводы, что, наверное, вам не очень сильно подходит один из этих смартфонов, если вам нужен звук. Опять же, можно подключать отдельно микрофоны какие-то внешние, но это все всегда сопряжено с какими-то проблемами, и опять же их таскать отдельно. Вот сейчас мой любимый тест. Почему? Потому что ветер задувает с одной стороны, с другой стороны я несу два смартфона в одинаковых условиях, они получают одну и ту же информацию, что звук, что получается картинку, и вы сейчас можете сравнить в 4К разницу в стабилизации, в передаче цветов. Я вам скажу, что все-таки по мне сейчас OnePlus натуральнее все это передает. И да, со светом, вот посмотрите, на Xiaomi все хуже. Плюс еще картинка подлагивает намного сильнее на Xiaomi. Опять же, делать выводы всегда вам. Мое мнение, это мое мнение. Вы всегда можете поставить на паузу, подписаться на мой телеграм-канал, мой личный, попросить скинуть что-нибудь там. Все, я все равно скидывать не буду, но основную массу информации вы сможете получить. Еще немного о фронталках. Вот сейчас мы можем наблюдать, как хотя бы стабилизатор работает при движении. Пошел по лестнице вниз, растянусь, значит обзора не будет. Еще не доснимал. Или будет обрезанный. Ну не растянулся. А что и как? Ну, плюс-минус одинаково, говорю, одинаково ужасные фронталки с одной стороны, с другой стороны, у кого-то что-то лучше, у кого-то что-то хуже. У OnePlus лучше однозначно, ну, вы сами видите. К слову, ни там нет направленного микрофона. Сейчас я максимум делаю зум на Xiaomi X6 и максимум X10 зум на OnePlus. И то, и другое я считаю абсолютно бесполезным делом, но вот сейчас, допустим, если X6 сделать на OnePlus, вы видите разницу в картинке, ну и можете сделать, наверное, какой-то вывод. Я не знаю, кому нужны эти зумы. И пример ультраширика также не знаю, кому нужен ультраширик. Почему? Потому что если вам нужен ультраширик, вам надо покупать GoPro, притом любую, и вы получите просто космос разницу. Вот сейчас опять Xiaomi 13 тормозит. Почему? Не знаю. Последняя прошивка. Вроде бы все тесты говорят о том, что он супер. Но вот так. 4К 60 FPS. Немного поснимаем скалистые породы. И посмотрим, как если прыгать по
по этим камушкам будет отрабатывать тот или иной смартфон. Допустим, объект. Ага, здесь OnePlus уже не так радует меня. Но не будем. Почему? Потому что я вижу лаги на Xiaomi. На OnePlus лагов я не вижу. Вполне возможно, я в чем-то не прав. Ну, решать всегда, опять же, вам. Такое мини-сравнение есть. Почему оно не актуально? Потому что Xiaomi по габаритам меньше. Потому что те, кто покупают Xiaomi, они любят MIUI. И мне их не всегда можно понять. А в целом, по очень большому количеству показателей Xiaomi выигрывает. Включая наличие защиты от влаги, беспроводную зарядку и еще много всяких вещей, про которые можно рассказывать бесконечно. Распаковка. Поставляется данная модель в красной коробке, что стандартно для OnePlus. Выглядит она минималистично, но по габаритам очень приличная. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем неплохой силиконовый чехол, краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания на 100 Вт, что хорошо, фирменный кабель для зарядки с USB-A на USB-C и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти, разумеется, запихать нельзя, что является стандартом. Сразу обращаем внимание, что здесь нет мини-джека. Русский язык на борту, несмотря на то, что у меня китайская версия смартфона на ColorOS, на Oxygen отдельно будет у меня обзор тоже смартфона. Не думаю, что он сильно будет отличаться. Пришел он с 59% заряда. Габариты смартфона 163 на 74 на 8,5 мм, а вес 205 граммов. К слову про чехлы. Я помню, у 9 Pro зелененький такой хороший поставляли, а здесь уже начали чуть-чуть экономить, попроще запихивать, но тоже хорошего качества. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band уже 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Стримы в конце месяца, вчера как раз был стрим, заходите на лайв-канал, смотрите в записи. Кто выиграл, в прикрепленном комментарии оставляю. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, нас там 87 тысяч человек. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал мой личный, больше уже 3000 человек. Я там размещаю результаты тестов до обзоров и общаюсь с вами, что еще проверить у конкретного девайса. К слову, есть еще текстовые обзоры, ссылка на них тоже в описании. Начнем про смарт. Приобрести OnePlus 11 можно в черной и зеленой расцветке, что являются стандартными цветами для OnePlus. Выглядит смартфон практически так же, как и OnePlus 10T, не считая блока камер. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамки алюминиевые. С фронтальной части у него последняя версия Corning Gorilla Glass. Качество материалов хорошее, как и сборка, но материалы марки. Хоть и на зеленом цвете отпечатки пальцев особо незаметны. Но с другой стороны, все то же самое у всех. Допустим, тот же Xiaomi 13, обзор на который был 2 дня назад, тем же грешит. Без чехла его носить невозможно. Смартфон в руке без чехла, как и с чехлом, лежит комфортно, так как грани закругленные. И пользоваться одной рукой можно, но не так удобно, как компактными смартфонами. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости. Далее есть 2 микрофона, механический переключатель режимов звука. Все как у флагманов. Ну, наверное, это единственное, как у флагманов здесь, правда. Динамики. Звучание здесь стерео. Не сказал бы, что я в полном восторге, но оно прям хорошее. Смартфон поддерживает Dolby Atmos и пространственное звучание, а в настройках можно выбрать профиль сценария или профиль среды. Кастомного эквалайзера, к сожалению, в стоке нет. ИК-порта мини-джека также не завезли, как и нет защиты от влаги IP68 здесь нету, топить его нельзя. Bluetooth кодеков на борту достаточно для прослушивания музыки высокого разрешения, используют АВС-наушники. Смартфон оснащен E4 AMOLED дисплеем от Samsung на 6,7 дюйма с разрешением 3216 на 1440 пикселей и закругленными краями. И это не последняя версия дисплея, как мы знаем. В настройках можно выбрать Full HD+ разрешение или режим автовыбора. Соотношение 20,1 к 9, соотношение экрана к корпусу 92,7%. Статическая контрастность 5 миллионов к 1 и динамическая 12 миллионов к 1. Dolby Vision, как и HDR на борту, плотность пикселей 525 ppi, что отлично. Как в целом и само разрешение экрана. Кстати, больше 5,5 я, по-моему, не встречал. Яркость 500 нит, максимальная яркость 800 нит, пиковая 1300 нит. И да, когда мы вспоминаем, что недавно я обозревал Redmi K60, и там у нас 1400 нит, и мы говорили немного. А здесь вроде бы флагманская модель от OnePlus, и вроде бы 1300 достаточно. При прямом попадании света на экран яркости хватает. Но большого запаса нет. Может быть, в каких-то
каких-то моментах это расстраивает, потому что хотелось бы, как у всех, 1800, 1900 все-таки флагман. Адаптивная регулировка яркости на базе ИИ на борту, и работает она корректно. Ко всему есть адаптация цвета к окружающему освещению. Используется технология LTPO версии 3.0. Это значит, что он может обновлять от 1 Гц до 120 Гц экран. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. В настройках также можно стандартно выбрать 60 Гц. Авторежим работает при включенных 120 Гц. Так что тут он такой лайфхак у них. То есть вроде бы вы принудительно 120 Гц включили, а у вас все равно авторежим. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, и от результата я, мягко говоря, не в восторге. Думаю, как и вы. Все плохо. И лучше не станет, потому что это вот такой экран. Есть такие функции настройки, как защита глаз, улучшение цветопередачи, видео, абсолютное качество изображения, режим HDR, адаптивный спящий режим и так далее. Персонализировать экран под свои предпочтения возможность есть, и настроек, как всегда, достаточно. Все-таки это ColorOS. Показатели шима вы можете наблюдать на экране, и они не то что далеки от идеала, они прям очень плохие. Глаза от экрана лично у меня не устают, но это все индивидуально. Я уверен, что чувствительным к шиму этот экран точно противопоказан. 1-герцовый Always On дисплей в наличии, разумеется, полноценный. Мультитач на борту на все 10 касаний откликается хорошо и, главное, очень быстро, потому что обычно, когда я тестирую подобного рода устройства, мне кажется, что они чуть-чуть забывают о том, что можно несколькими пальцами касаться. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо и быстро. Разумеется, промахи проскальзывают, но редко и значительно реже, чем у Xiaomi или Xiaomi 13 Pro, которые вообще через раз у меня работали, либо K60, который раз через 3 работал. Завести можно данные до 5 отпечатков пальцев, ко всему один и тот же отпечаток пальца завести нельзя. Ну, как мне скажут, а зачем? Ты как будто не знаешь, что ты один и тот же палец заводишь. А если забыл? Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, и внести биометрические данные, к сожалению, можно только одного лица. Рамки минимальные, подбородок есть, но он тоже небольших размеров, его практически незаметно. Стоковая цветопередача мне понравилась, экран яркий, для повседневного использования яркости более чем достаточно. Единственное, когда ты, обозреваешь устройство, ты знаешь, что где-то больше, и тебе кажется, а почему здесь не так же? Нет, никаких проблем с этим нет, а вот с шимом у кого-то могут быть проблемы. Реальные. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 740. Система охлаждения с общей площадью 3685 мм квадратных, где-то мы недавно видели 5000, правда? Интерфейс ColorOS версии 13 на базе Android 13 версии. Разумеется, со временем все эти версии будут обновляться, потому что поддержка есть. Несколько лет можете не заморачиваться. Опять же, если решите его вдруг выбрать. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Расширить виртуальную ОЗУ можно до 8 гигабайт сверху уже имеющихся. Но на работу устройства лично, как по мне, это не влияет. Возможно, кто-то найдет те сценарии использования, когда ОЗУ ускоряется за счет UFS версии 4.0. Внутренняя память UFS версии 4.0 на выбор 256 и 512 гигабайт, и она ультра быстрая. На данный момент в Geekbench этот смартфон выбивает больше, чем все остальные, которые у меня были, а у меня были, по-моему, все флагманы. И Xiaomi 13, и 13 Pro, и Vivo X90 Pro Plus, и чего только не было. Имеется поддержка Wi-Fi 6, к сожалению, не 6E. Хотя, опять же, не факт, что она вам нужна будет, эта поддержка 6E. Поддержка 5G сетей, что не актуально для многих. Для 4G есть бенды 7 и 20. Звучание во время разговора приемлемое, микрофон отрабатывает отлично, как и датчик приближения. Запись разговоров в стоке есть, как и VoLTE. Бионический вибромоторчик великолепный, тактильно приятный и настраиваемый. Я считаю, что здесь один из лучших вибро. Сенсорный отклик O-Haptics с полноценной настройкой, Bluetooth версии 5.3. NFC смартфон, разумеется, поддерживает. Можно устанавливать MirPay, оплачивать, заводить карты. Вы все знаете без меня, что с ним можно делать. Из навигации на борту GPS GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, что для данного процессора стандартно, но ловит он не быстро. Хотя, если поймал, то все стабильно. Из датчиков, кроме уже перечисленных на борту G-сенсор, электронный компас, гироскоп, датчик калибровки цвета, 13-канальный спектральный датчик и датчик Qualcomm Sensor Core. Емкость аккумулятора 5000 мАч. PC-Mark OnePlus 11 отказывается проходить. Если пройдет, я обязательно вам сообщу об этом в описании, либо в прикрепленном комментарии. Во всяком случае, сколько автономность экрана, я вам скажу, примерно 6,5-7 часов он вывозит на одном заряде. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 100 ваттах, а вот беспроводной зарядки нет, как и нет реверсивной зарядки, разумеется. Смартфон заряжается от 0 до 30% за 8 минут, от 0 до 70 за 18, от 0 до 90 за 24 и от 0 до сотки за 28 минут, что очень быстро. OnePlus 11 имеет технологию HyperBoost версии 2.0 для стабильного фреймрейта и качественной картинки.
рынке. И производитель заявляет о том, что смартфон спокойно вывозит более 100 требовательных игр при 100 FPS и HDR качестве. Но это я тоже считаю маркетинг. В игре Wreckfest и одновременном стриминге на Твиче уходит примерно 19% заряда за час. Смартфон не сильно грелся, но ощутимо и играть было уже некомфортно. Во время стриминга смартфон выбрасывал с Твича, если я заходил в Antutu, но в играх в целом смартфон показал себя хорошо. То есть играть в него приятно. С другой стороны, я опять же за прямые грани, если вы хотите играть, вот эти вот все полуводопады, водопады лично для меня не являются каким-то плюсом. Кто-то мне наоборот говорит, что им проще пальцем водить. Я не из тех. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит плохо. 277 гипсов минимально, максимально 463 гипса и в среднем 351 гипс на 100 потоках. И опять же, все это я провожу на мини-штативе. Смартфон даже не лежит. Этот процессор не так хорошо себя ведет конкретно у OnePlus, потому что у Vivo он себя вел намного лучше. Вспоминаем Vivo X90 Pro Plus. Geekbench в сингл-коре 1179, в мультикоре 4547, 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 3624, Wildlife Stress Test 12926, Wildlife Extreme Stress Test 3607, Slingshot и Slingshot Extreme на максимум. Antutu выдал результат в 1 287 000 попугаев, Storage Test показал 130 000. Стресс-тест прошел не фонтанно, результаты вы можете наблюдать на экране. В Antutu AI смартфон выдал так мало, что я вам даже озвучивать не буду, вы видите все сами. С другой стороны, последнее время, в принципе, в Antutu AI даже суперфлагманы ничего не выбивают. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышки. Калибровка от Hasselblad, основной сенсор IMX890 на 50 мегапикселей со светосилой f1.8, автофокусировка PDAF и оптическая стабилизация. Сверхширокий сенсор IMX581 на 48 мегапикселей с углом обзора в 115 градусов с автофокусом и макросъемкой с фокусным расстоянием в 3,5 см. Последний сенсор — это телеобъектив IMX709 на 32 мегапикселя с двухкратным оптическим зумом, автофокусировкой и светосилой f2.0. Все сенсоры свежие, автофокус мне безумно понравился, как отрабатывает. Я уверен, что с прошивками все это дело будет снимать еще лучше, но я уже буду тестировать глобалку, там и посмотрим. Также на борту есть 20-кратный цифровой зум и, конечно же, цифровая стабилизация. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 8К 24 FPS, 4К 60 FPS также на борту. 120 FPS для 4К нет. В стоке достаточно различных режимов и вспомогательных функций для фото и видеосъемки. К примеру, Pro режим, RAW формат, боке-эффекты, таймлапс, двойной режим, кинорежим, замедленная съемка, ночной режим, портретный режим, режим длинной задержки, X-Pan от Hasselblad, распознавание лиц и так далее. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Стабилизация видео есть, как и ночной режим, подсветка экраном, все подобное. Фронтальный сенсор ничем не примечательный, но в некоторых сценариях он показывает себя в принципе хорошо. Основной сенсор не фризит, повторяюсь, автофокус отрабатывает хорошо, если не сказать отлично. Но еще недосконально, так как были случаи, где он резко прыгает, я думаю, допилят. Стабилизация видео приемлемая, видео сильно не смазывается. Цветопередача слегка контрастная, что для OnePlus стандартно. Скин-тон, цвет кожи, уходит больше в красные тона, нежели в желтые. Также есть небольшие проблемы с темными участками даже днем, так как виднеется шум при просмотре на большом экране. Короткие примеры вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, ночь и вот такая интересная локация. Много разного света, много разных цветов. Плюс еще движущие объекты, движущиеся с светом. Ну вот так на данный момент и на данной прошивке в 4К 60 FPS справляется OnePlus. 4К 60 FPS немного рынка. Почему? Потому что многие любят снимать всякие штуки, где они хотят что-то там купить. И вот, если вы решите что-то там приобрести или рассказать товарищам в высоком качестве, в принципе, OnePlus может вам помочь. Цвета соответствуют. Прям соответствуют. Скучно не было, это немного мини-экскурсий, 4К 60 FPS, это макашники. То есть здесь продаются, допустим, крокодил, там продается мороженое из кокоса. Ну а самое главное вам посмотреть, как работает ночью автофокус, правда? И раз. Нет, это неплохо, кстати. А к чему это все? Нет. Вот там смузи и источники освещения не позволяют нам разглядеть, что конкретно продается. И вот здесь у нас ярко-синий свет, который вы видите белым. Вот эти вот диодные ленты. В целом, учитывая, сколько разных источников освещения и их типы, справляется все это дело неплохо. Хотя вот посмотрите на ночь шумы.
Опять же, для домашнего видео более чем по мне. Фронталки в толпе 1080p. Если вы меня слышите, а не слышите крики других туристов, то все хорошо. Если слышите их, то значит и микрофона не очень. Надеюсь, нет. 4К 60 FPS. Эта локация по мне тоже довольно сильно нагружает аппарат. Почему? Потому что все красное. Все может сливаться, но, как я вижу, не сливается. И здесь много источников света. По большому счету. Ну, опять же, вот ночь. Не знаю, оценивайте. Исходники скину. Опять же, в телегу свою. Давайте, чтобы интереснее видео. Вот так рюкзачок на OnePlus 11 Pro будет выглядеть на солнце. И он очень тяжелый, но очень вместительный. Много всяких кармашков. Пока я его не убил. Хотя уже пользуюсь давно. И опять же понятия не имею, что это за бренд. Знаю только, что они часто очень по 2000 продают свои штуковины. Такой кармашек здесь. И внутри получается у нас огромная просто штука, в которую можно запихать потом ноутбук, допустим. В принципе, все, что нужно знать. Ну, он не для лета, конечно. Либо когда ветерок какой-нибудь. И большой, еще раз повторяюсь, не маленький. 4К 60 FPS, основная камера. И вот так снимают OnePlus 11 без прошки. Но опять же, прошку пока не анонсировали. Если говорить о стационарной, допустим, съемке, вот сейчас у меня упор у рук. И пробуем X. Получается 10. Ну, X10 шумы, на X5 может быть что-то еще можно видеть, но тоже шумы. Но в целом тремора я не наблюдаю, то есть с двух рук в принципе можно снимать. Облака он снимает лучше, чем я их вижу, потому что здесь дымка капитальная. Если говорить об автофокусе, это лучший смартфон по автофокусу из тех, что я видел. Почему? Вот смотрите, допустим, когда я снимаю объект, тот же Xiaomi K60, тот же Xiaomi 13 Pro, он не имел возможности так долго вести. Я не знаю сколько, но без разницы, хронометраж ролика потерпит, если людям интересно, правильно? Вот смотрите, объекты реально снимать с OnePlus так же, как и с iPhone. Это говоря о том, что он проваливает тротлинг-тест или еще что-то. Но вот зато в этих моментах он молодец. 4К 60 FPS, ночная съемка, много различных объектов освещения, съемка с двух рук. Прям стараюсь, встал, и если плавно вести, а если бы еще был стабилизатор, а если снимать на штативе, ну вы понимаете. Вот так, даже учитывая, что здесь есть супер противные светильники, может снимать данный смартфон ночью. Самые любимые домашние съемки, разумеется, происходят где? Правильно, в торговых центрах. И вот так вы сможете проявить себя, если будете снимать что-то в ТЦ. Различные источники освещения. Просто бешеное количество информации, которую необходимо переварить смартфону. И вот так все это дело будет выглядеть потом, после рендера и после обработки YouTube на YouTube. 4К 60 FPS. И вот так можно будет снимать объекты. Еще немного колорита. Освещение космос. Но вывозит. С дымкой, но вывозит. Цвета натуральные. Вот так нарезают маленькие ананасы. Пример работы фронталки. Солнце бьет мне в глаза, соответственно, камере никаким образом это дело все не мешает. И даже сейчас, когда я двигаюсь, я почему-то вижу какие-то обрывки. Ну, может быть, при рендере это как-то изменится. У Xiaomi при рендере все становится только хуже обычно. То есть сначала ты видишь на камере, что чуть-чуть что-то подглючивает, когда ты скидываешь на компьютер. Глючит уже чуть-чуть больше, после рендера еще сильнее.
Наш любимый двухоконный режим. С основной камеры можно делать X2 и менять квадратики, к сожалению, нельзя. Основная камера 4К 60 FPS, плавно веду, для того, чтобы вы могли оценить, если вы без стабилизатора решите данный смартфон использовать, как он у вас будет снимать. Ветрено, довольно громко бьют волны, но вообще картинка, если вести плавно двумя руками, очень даже по мне достойная. Смотрим автофокус. Раз, два, три. Единственное, стекло не захотел. 4К 60 FPS, и если вам лень передвигаться своими двумя, то есть вот такие штуки, чтобы пройтись вдоль небольшой лестницы. И заодно, что вы можете из этого, какой вывод сделать? Правильно, что камера снимает даже при разном освещении. То есть здесь тенек, здесь уже меньше тени. Перестраивается очень даже быстро и хорошо. Говорю, с автофокусом вообще все волшебно, хотя вот сейчас вы видели, что объект ей не особо понравился. Минусы: нет защиты от влаги, нет мини-джека, нет ЭК-порта, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Смартфон перегревается, показатели шима могли бы быть и лучше, нет Wi-Fi 6E серии, нет беспроводной зарядки. В принципе, они сэкономили много на чем, и сказать, что они молодцы, я не могу, с одной стороны. А с другой стороны, здесь вопрос дня, сколько все это будет завтра стоить. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. По мне, относительно она уже приемлемая. Будем надеяться, курс не прыгнет и цена чуть-чуть скинется, когда начнется продажа глобалки. А продажа глобалки начнется уже в ближайшую неделю на Oxygen. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал взаимопомощи, скидок, мой личный телеграм-канал и подписаться на этот канал. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту. Огромное вам спасибо, так же, как и тем, кто посмотрел этот ролик. И резюмировать я бы хотел максимально просто. Максимально просто в плане чего? Здесь, к сожалению, в OnePlus 11 нет суперэкрана в плане яркости, допустим, 1300 нит пиковая. Это не космос. Если говорить о каких-то его особенностях, влагозащиты нет, это очень плохо, беспроводной зарядки нет, реверсивной зарядки нет. Вот это вот всего, чего нет, можно очень долго перечислять. С другой стороны, я, как и вы, прекрасно понимаем, что у OnePlus есть определенного рода магия. Я не говорю о прошивке, я не говорю о переключателе звука, я не говорю о том, что сначала они греются, а потом они не греются, нет, они и потом греются. Не буду говорить о том, что с прошивками он будет лучше снимать, это факт, он будет значительно лучше снимать. Но самая его магия, лично для меня, как для покупателя, это в том, что у него ценник уже, в принципе, почти адекватный, а во время распродаж на том же Али, либо еще где-то, ценник на него будет падать. Так было с 10 Pro, так было с 10T, и с 11, надеюсь, 11 Pro они тоже выкатят, будет примерно то же самое. И когда ценник упадет хотя бы на процентов 20, это будет супер-мега крутой смартфон. Когда он упадет на 30%, я буду кричать и запускать фейерверки о том, что смарт волшебный. Почему? Потому что имею право говорить. 9 Pro больше 1 года, 10T сейчас все равно в использовании на канале, притом на него ведется съемка тоже. И кто бы что ни говорил, да, я не думаю, что OnePlus делают смартфоны, которые последние 2 года подразумевают использование больше 2-3 лет. То есть, по моему опыту, если ты на него снимаешь, и если ты постоянно его используешь именно для подсъема, то он умирает за 1,5 года. Через 1,5 года его аккумулятор, его система перезагружается самопроизвольно, то есть железо устает. Если его жестко не гонять, его хватит на 2,5-3 года. Но из всех Gen 2, которые я тестировал, а их было уже много, этот самый греющийся смартфон. Почему все так неоднозначно в моей поэме сейчас в конце? Потому что телефон максимально неоднозначен. Может быть, всего, что я вам перечислил, это вам не надо. И я очень на это надеюсь, потому что если вам нужно что-то из того, чего здесь нет, то телефон брать не стоит. Почему? Потому что оно здесь не появится, чисто физически. В плане, если вы знаете, что такое OnePlus, и вы увидите выгодный ценник на него, однозначно брать. Вау-эффект именно от использования, скорости, прошивки, даже ColorOS, на Oxygen еще будет обзор, у меня есть. Я думаю, у всех OnePlus водов, как у пиксельманов от пикселя, есть свой эффект, тем более по сравнению с теми же пикселями на Tensor, либо Samsung'ами с их родными неприятными процессорами. Здесь все хорошо.
Поэтому ставим лайк за труды, смотрим обязательно прожарки. Выход, разумеется, пишется на него в 4К 60 FPS, без подключенных дополнительных микрофонов, в помещении, не предназначенном для съемки. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья!